Сегодня я покажу, как приготовить лепешки с сыром, которые мы готовим по принципу слоеного теста. Сначала делаем тесто, потом делаем начинку. Для теста потребуется 300 грамм муки, которую надо просеять, пол чайной ложки соли и 200 грамм кипятка. Соль перемешиваем с мукой, затем мы добавляем кипяток и все перемешиваем лопаточкой. Перемешиваем до однородного состояния. И масса получается довольно горячей. Ее мы выкладываем на доску или на стол. Можно дать немного остыть, чтобы не обжечь руки. И надо будет замесить крутое тесто. И делается это несложно и очень быстро. И вот тесто уже готово. Надо его оставить минут на 15, чтобы оно постояло, настоялось. А тем временем займемся начинкой. Для начинки нам нужно 2 вареных яйца, 2 зубчика чеснока, щепотка соли, 2 перышка зеленого лука, 200 грамм сыра, а также растительное масло. И надо будет немного еще муки дополнительно, для того, чтобы раскатывать лепешки. Мелко нарезаем зеленый лук. Также измельчаем чеснок. Выкладываем в посуду с нарезанным луком. Натираем на мелкой терке сыр. Очищаем яйца и тоже натираем их на мелкой терке. И вот начинка готова, осталось только ее посолить щепоткой соли. Теперь все перемешиваем. Берем наше тесто, выкладываем его на доску и делим на 7 частей. И начинаем делать лепешки. Доска слегка присыпана мукой. Кусочек теста мы раскатываем в тонкую лепешку. Когда лепешка готова, выкладываем начинку и распределяем ее, но не по всей поверхности, а оставляем 1/4 пустой. Ножом разрезаем от центра к краю. Этот пустой краешек заворачиваем на начинку, так чтобы тесто было к начинке. Второй раз заворачиваем. И опять заворачиваем так, чтобы тесто к начинке. По краю немножко скрепляем, чтобы начинка держалась. У нас получается что-то в виде пирожка, который мы должны раскатать в тонкую лепешку. Берем следующий кусочек теста, раскатываем в тонкую лепешку, выкладываем на нее начинку, распределяем, делаем надрез и складываем, закрепляя края, раскатываем. И у нас получаются тонкие лепешки, которые сделаны по принципу слоеного теста. Когда уже все 7 лепешек подготовлены, то на горячую сковороду наливаем немного масла и обжариваем лепешки до румяной корочки 1,5–2 минуты.
Лепешки получаются очень аппетитными и вкусными. Если вы не любите лук и чеснок, то вполне можно обойтись и без них. Только сыр, яйцо и щепотка соли. Всем приятного аппетита! Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и до следующего видео. Пока!